Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее для вашего знака Зодиака? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезные планетарные события. Уран в Близнецах. Первый месяц, когда этот транзит только набирает ход. И это не на 1 месяц, это аж траектория на 7 лет. Вторая позиция, наверное, планетарного транзита, который вы можете тоже чувствовать, это траектория Сатурна. И у нас в прямом движении до конца июля Сатурна, мы знаем, это владыка кармы, времени. Так вот, у нас находится в тех же градусах, хоть и прямое движение. Как находился Сатурн на конец 2025 года? Что это означает? Как будто прежняя история, она все-таки продолжает развиваться или каким-то образом оказывает на нас влияние. Я должна, забегая немного вперед, сказать, что более того, с конца июля по 11 декабря Сатурн будет в ретроградном движении. И это всегда какое-то, как возвращение или дежавю, я говорю. Поэтому, как минимум до конца 2026 года, так или иначе мы будем проводить некоторые аналогии с той историей, которая или сюжет сложилась прежде. Итак, что ждет вас в мае? События, может быть, и неожиданности. И вот карты старинного цыганского пасьянса нам не только расскажут, еще и покажут, что же тут за события ждут Деву. Но вот смотрите, почему-то у вас выпадает такое значение. Может быть, вам придется действовать хитро, мои дорогие, так и хочется сказать. Иметь маску, да, имей сам маску за пазухой. Не все однозначно. Люди могут чего-то не договаривать. Может быть, это вопрос, который касается составления важного документа или подписания какой-то важной бумаги. Может быть, это вам придется взаимодействовать с разного рода людьми. И, конечно, маска – олицетворение того человека, кто себя откровенно не выдает, наблюдает. И, может быть, даже тот, кто пишет 2, а 3 еще и в уме держит. Поэтому тут действительно собой не рисковать, хочется сказать. Но все же, какие-то важные согласования, судя по всему, вам обеспечены. Может быть, это получение известия, мои дорогие. Иногда это как в наш, тем более, цифровую эпоху, в наш век информационных технологий. Это может быть для кого-то важный звонок, важная встреча или буквально, может быть, составление какого-то документа, у кого-то получение визы, у кого-то что. Я не говорю о том, что вы буквально получаете. Кто-то этим будет заниматься активно, именно работать в этом направлении. А кто-то может получить, вот как пакет, да, тут с сургучной печатью, может быть, и получите вы этот документ. Вы, кстати, по этому поводу можете как-то переживать, а может быть, это вам придется. Ситуация, которая напоминает, да, вот всегда, это не материальное, череп – это переживание. Так это вот может быть тот документ, когда вам нужно, может быть, взять на себя меру ответственности. Или когда вы подписываете, опять же, важную бумагу, и тоже это где-то, да, как говорят, написано пером, не вырубишь топором. И вам придется это просчитать на какую-то последующую траекторию. Эмоции здесь не помогают. Примите это к сведению, мои дорогие, любимые девы. Ладно, идем вперед. Что нам расскажут и покажут. А вот правда, вам говорят, будь настороже. Смотрите, выпадает змея. Эти два символа, как маска, так и змея, говорят о том, что, ну, все же иногда это символ как обмана, увы. Или когда человек вам, может быть, что-то и говорит, но на определенный процент. А до конца вы еще кому-то, может быть, и не верите. Или сложилась какая-то прежняя ситуация, когда не хочется ошибиться. Вот как маску надо держать за пазухой, включите еще и змеиный режим. Он вам буквально будет помогать, мои дорогие любимые девы. Ладно, что нам тут еще покажут и расскажут карты. Вопросы дома, вопросы пары, вопросы личной жизни. У вас выпадает костер, это символ домашнего очага. А также для кого-то это могут быть новые знакомства, не исключаю, или взаимодействие. Вот, кстати, с каким-то человеком, может быть, которого вы не изучили, не знаете достаточно хорошо. Цыганка, да? Может быть, поэтому
и называется «Цыганский старинный пасьянс», хотя прописано именно лицо. Тот человек, которого мы еще пока достаточно хорошо не знаем. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать те значения, которые выпали по горизонтали и по вертикали. И любовь, мои дорогие, в сердце, вот буквально так. Что еще совпало для моих любимых дев? Не вижу я совпадений. Нет, как не вижу. Смотрите, исполнение желания. Корабль. Вообще один из символов Меркурия и перемен. Поэтому для вас, даже если что-то выстраивается поначалу не совсем просто, но тем не менее это будет означать, именно перемены. Может быть, и самому или самой придется некоторые, знаете, как себя определиться с чем-то или принять сложившиеся какие-то обстоятельства, да, вот перемены. Это может быть, но все же в этом пасьянсе и исполнение желания. Значит, как минимум одно желание у вас исполнится. Хотя я не исключаю, что вам-то придется действовать, но совсем не так, как вы либо этого предполагали, либо не так, как прежде. Другие методы, как будто так. Не вижу больше точно совпадений, поэтому идем с вами дальше. И как же изменится ваша жизнь, ваша реальность в мае месяце? Что скрывает будущее? Давайте достанем 4 карты, которые будут ознаменовывать основные сферы жизни. И первое – любовь, личная жизнь. Как изменится ваша жизнь? Финансы. Что будет меняться для девы в мае? В целом достанем карту, которая будет символизировать энергию, ваше благополучие. И 4-я карта, как изменится ваша жизнь в достижениях, в карьере, в работе, в ваших планах, важные встречи или для кого-то документы. Итак, как изменится ваша жизнь, личная жизнь, что для вас? Вы какой-то вопрос будете решать, очень важный. Причем обратите внимание, как будто наша девушка уходит от искусственного очага буквально к натуральному светилу, к солнцу. Дорога к солнцу. Может быть, это когда вы долгое время не могли решиться на что-то. Или когда вы вынуждены были быть в какой-то сложной ситуации, как вот поддерживать этот огонь. Может быть, это как собственное желание. Вера в себя, вот, кстати, да, потому что очень часто это карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. Ну, давайте узнаем, с чем это связано. Пусть нам еще дополнят значение. У вас такая серьезная карта, аркан-звезда. Буквально нет ничего невозможного. Может быть, это та дистанция, которая... Или вопрос, который вы не решите очень быстро. Для кого-то из вас отношения на расстоянии. Может быть, по части все-таки мы смотрим на личную жизнь, вы будете определяться. Для тех из вас, допустим, у кого была дружба, будут разговоры или создаться, может, такие условия. Все-таки по аркану звезда бывает иногда то, что от нас не зависит. Вот как-то так складываются обстоятельства, и вы будете рассматривать, а может быть и правда пожить, допустим, вместе, или как-то продолжать историю наших отношений. У кого-то, может быть, и нет, все же мы разные. Но по аркану звезда это можно, знаете, как если вы человек семейный, у кого-то вопросы переезда. У кого-то, тем не менее, опять же, старший аркан всегда емкий. Это у нас пространство, эфир, интернет, расстояние, мои дорогие, поэтому для кого-то расстояние по времени, чтобы решить этот вопрос, для кого-то расстояние, когда именно съехаться. И тоже, какие варианты. Но эта карта говорит о том, что наша мечта обязательно или желание сбудется. Но для этого, вот смотрите, по тузу мечей, нам как будто нужно какую-то путаницу, лабиринт устранить. Принять единственное правильное решение. Это все то, что я говорила по первой карте. Мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому тут, наверное, с учетом старшего аркана, у каждого своя конфигурация, понятно, личной жизни, взаимоотношений. Но по этой карте даже для тех, кто один или одна, это факт. Может быть новое знакомство. И пасьянс нам ведь тоже говорил об этом. Может быть, это новое знакомство, которое в мае для вас будет, с одной стороны, очень символичным, очень интересным. Вы можете прочувствовать, что человек с вами как на одной волне. Или когда понимает вас буквально без слов. Но и вы, вот я вижу,
будете действовать осторожно. Может быть, прежде чем принять какое-то решение, вы будете обдумывать и так, и эдак, рассматривать с разных позиций, но все же двойка чаш будет говорить еще и о том, что что-то будет продолжено. Для тех, кто в паре, кто человек семейный, у кого все относительно неплохо, в вашей семье или в вашей личной жизни, ну пусть это у кого-то, кто-то съезжается с семьей, кто-то разъезжается, у кого-то ситуация сама по себе сменить место жительства. Может быть, это будет связано у кого-то с работой, у кого-то, ну, даже когда вам какое-то предложение поступило, или со стороны вашего партнера, может быть, так складываются обстоятельства, что партнера куда-то приглашают или что-то предлагают, и если вы семья, то вы тоже будете обдумывать эту конфигурацию. Но явно вы не одни, мои дорогие, и очень добрые энергии идут в вашу жизнь, личную жизнь, по крайней мере, в Маре, и для тех из вас, кто уже устал от одиночества или кому этот сольный вариант несколько надоел, наскучил. Тут есть возможность именно познакомиться. Но по всем этим картам вы будете это анализировать. Вряд ли вы готовы, с учетом, по крайней мере, этих карт, с места в карьер, как кинуться, да, может быть, в объятия друг друга, а более осторожные какие-то действия. Финансы, мои дорогие. Королева жезлов. Может быть, и напрямую есть контакт с конкретным человеком, который занимает достаточно крепкие позиции. Может быть, это даже тот человек, и часто жезлы, дела, работа, бизнес для кого-то из вас, или откуда приходят деньги. Может быть, и мы с вами смотрим именно позицию на финансы. Может быть, и есть конкретный человек, с которым вам нужно выстроить правильное взаимодействие. Но где-то и вам карта говорит, правильно работай с информацией раз, рассматривая альтернативные как будто варианты. Или вам придется именно по части финансов искать, может быть, дополнительный доход. Или это не потому, что мы вынуждены, а потому что ваш интерес есть. Но и правильное распределение денег здесь точно идет. Для кого-то из вас это правда, может быть, смотрите, аркан Солнца. У вас два шикарных аркана, мои дорогие. Солнце и звезда. Две карты выбора правильного направления. И вот по части финансов кого-то из вас именно, может быть, даже какая-то история, которая со знаком минус и касается финансов. Но вас не устраивает оклад или не устраивает какое-то положение дел, когда в конечном итоге вот финансовый эквивалент, ну, совсем не то, что вам бы хотелось. Или вы не можете осуществить какую-то свою мечту, свое желание. И я должна сказать, особенно с учетом еще и карт пасьянса, что пусть это будет, знаете, что-то новое, или пусть это будет что-то альтернативное, но как будто этому нужно уделять внимание. Может быть, это будет чье-то предложение, или вот как взаимодействие с конкретным человеком. Может быть, и очень даже плодотворное сотрудничество, но такое больше осторожное, потому что королева жезлов можем рассматривать как совет для вас. Правильно работать с информацией, это я говорила, или правильно взаимодействовать с людьми. Ведь королева жезлов умеет хранить тайны. Черный кот, который возле ног королевы расположен, как раз об этом свидетельствует, что она не рассказывает о своих секретах, не делится, да, своими планами, но точно так же умеет хранить секреты чужих, других людей. И поэтому ей больше доверяют. А раз больше доверяют, стало быть, больше информации в ваших руках. И кто владеет информацией, тот владеет миром. Вполне вероятно, вот такая какая-то сложится ситуация, когда вы поймете или будете располагать какой-то информацией несколько раз раньше, чем все остальные. И далее правильно распоряжаться деньгами, но я тут больше вижу, через информацию могут прийти новые способы заработка, новый доход. Может быть, у кого-то это банально построение карьеры. Раньше вы не думали, а теперь вы об этом задумаетесь, потому что по аркану Солнца все же это, знаете, как наше достижение, новое качество жизни. И на финансы прекрасная карта. Может быть, кто-то из вас даже получает определенную сумму денег, и вы будете думать, во что ее вложить. Может быть, это у вас сейчас как предложение какое-то последует, и вы тоже будете думать, принимать или нет. Но больше тут именно касается изобилия, процветания не на короткий период, а как выстраивание совершенно другой какой-то вашей позиции по финансам,
которая будет для вас актуальна как минимум 6-8 месяцев. И что интересно, вполне вероятно, вот из этой истории у вас будет складываться, ну вот, наверное, как по Сатурну. Сначала 6-8 месяцев, а потом это имеет более далекий смысл, прогресс, интерес, рост вашей популярности, какая-то миссия, мои дорогие, причем на долгий период времени, лет на 10-20. Но, значит, вот давайте мы скажем так. Пусть звезда вам выпала на личную жизнь, но для кого-то из вас ведь это будет говорить о том, что вот это ваша личность. У вас сейчас есть возможность получить это признание или есть возможность как правильно, может быть, как-то себя так позиционировать, что именно возрастает ваша роль. И здесь есть взаимодействие с финансами. Может быть, вот и я такого тоже не исключаю. Кто-то может уйти вот именно в собственное творчество с головой. Может быть, и есть какой-то важный человек, который вас и вдохновляет. Но есть то, что задумали именно девы. И этот прогресс, он будет не просто до конца 2026 года, а с заходом на более долгий период. Ваше благополучие, давайте с вами узнаем. По благополучию, как будто пятерка мечей, это нам всегда что-то мешает. Да, это карта конфликта, и может быть этот конфликт может быть с конкретной персоной, или как обстоятельства так складывались. Но почему-то сейчас на благополучие, а это всегда по пятерке мечей, как и Пирова победа. То есть мы вроде бы одержали в чем-то победу. Мы даже, возможно, чем-то остались довольны. Но проходит время, мы понимаем, от этой победы ничего не осталось. Или обстоятельства поменялись. Нам нужно именно себя или перестроить, или, возможно, на благополучие будет влиять решение того вопроса, как вы с кем-то договоритесь. И, возможно, по этой карте нам придется даже проводить важные диалоги даже с теми, с которыми мы не намеревались разговаривать, контактировать, то есть с кем был, может быть, буквально какой-то конфликт. Но для вас, знаете, как закопать топор войны. Туз жезлов – это всегда шанс, это возможность. Это точно так же будет касаться, как известия, получения какой-то информации. Посмотрите, тут правда, десятка пентаклей. От этого есть и резон, от этого есть материальный смысл. Может быть, даже если этот сам по себе диалог какой-то сложный с человеком, ну, есть тут те люди или обстоятельства, мои дорогие, которые на ваше благополучие влияют. Не все вот как бы в рамках того, что вы можете лично сделать. Но, а есть еще и то, что в концепции взаимодействия с другими. Но здесь у нас надежные люди. Может быть, это даже из каких-то прежних минусов, или когда, может быть, для кого-то из вас знакомство началось или контакты с конкретным человеком, начались конфликты. Вот иногда ведь так тоже бывает. А вот порой так и бывает, что начинается с каких-то минусов, а потом, как по нарастающей, люди остаются лучшими друзьями или лучшими партнерами, сумеют провести какие-то важные разговоры. Ну, вообще, десятка пентаклей – это напрямую само по себе благополучие, изобилие, процветание, возможности идут в вашу жизнь в мае месяце. Причем и благополучие где-то будет зависеть и от надежных людей, или у кого-то решение вопросов по части дома и личной жизни. Тут все соединяется в единый узор. Ну и понятно, по финансам тоже. А жезлы нам будут говорить о том, что, возможно, правда, от ваших решений последует оформление некоторых документов. И от того, как ты их, дева, оформишь, будет зависеть тоже твой какой-то базис, подушка безопасности. Под какой документ вы поставите подпись, подо что вы подпишетесь. Вот это будет иметь значение тоже для вашего благополучия в целом. Ваши достижения, мои дорогие, встречи, контакты или король мечей. Или это пусть будет как сама по себе карьера. Может быть, и есть человек непосредственно, который вот в зоне вашего внимания находится, который вам необходим. Может быть, этот человек рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Может быть, это просто банально, ведь очень емкая карта, карта эксперта, карта руководителя. Для кого-то это может и знаменовать вот такие холодные энергии, когда вы сами строите карьеру. И для этой карьеры вам нужно контактировать с руководителем, например, или с руководителями руководителей, как-то себя подать, создать себе совершенно другой имидж, чтобы какой-то шаблон сломать. Но, может быть, для вашего
опять же, для ваших достижений, может быть, отчасти и благополучия, вот все то, что я говорила, важный разговор с какой-то персоной, переговоры вам придется провести. И при этом быть очень рациональным и не допускать никаких эмоций. Вот я тут вижу, с учетом пятерки мечей, какие-то эмоции из прошлого, они не должны мешать вам отстраивать очень даже красивое благополучие на будущее. Может быть, не только до конца года, а на долгий период, лет на 10, вот так. Или как минимум за время нахождения Урана в Близнецах, вот так хочется сказать. Но где-то и карта говорит, эксперт, это у вас и есть возможность как будто встать, ну, может быть, на голову выше ваших конкурентов или кого-то обойти. Может быть, вы столкнетесь с таким человеком сложным, вас не по всем позициям устраивающим, и кому-то из вас вроде как и договоренности нужны, или пусть это будет как какой-то нейтралитет или компромисс с подобным человеком. Но и одновременно карта тогда будет говорить о том, что вам может потребоваться не совсем вот как ваши размышления, а знание закона, знание каких-то положений, знание того, как в отношении вас работают, может быть, во взаимосвязи некоторые законы. Может быть, это для кого-то из вас будет означать желание поездки, переезда или какие-то новые договоренности. Что это? Работай, у тебя все получится. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на достижения в целом. И да, тут будет, скорее всего, переход ваш на новый уровень. Ведь по восьмерке Пентаклей это уже человек-профессионал. Это тот, который умеет работать. Это где-то про вас. Умеет надеяться сам на себя. Тот, который пунктуальный человек. Потому что внимание к деталям, рутина тоже идет по этой карте. Но наступает время идти вперед. Вот того профессионализма, который был в прежний период, его как будто недостаточно. Недостаточно для вас самих. Потому что вас уже увлекают какие-то либо новые горизонты, либо новые интересы, либо в обстановке что-то меняется, и для вас тоже вы понимаете, что да я сейчас ресурсен или ресурсна, и мне действительно пора как будто достичь собственного благополучия, изобилия, или когда именно мой собственный проект какой-то исполнить. И будьте готовы к неожиданностям. Всегда карта «Рыцарь жезлов» тут может свидетельствовать о том, что быстро меняющиеся события, много новостей. Ну вот, наверное, не случайно и вам королева жезлов и все то, что я говорила о правильной работе с информацией. Придется эту информацию, видимо, несколько раз перепроверять, но и не упустить какого-то момента по этой карте, потому что мы как будто можем для ваших достижений, по крайней мере. Может быть, это у кого-то будет сопряжено с бумагой, с документом, с предложением, с какой-то услышанной новостью. То есть мы все разные. Но представьте, когда выпадает, а тем более где-то вот по этому триплету, может сложиться, может быть, и не раз, в течение мая, такая ситуация, когда вы для себя что-то распланировали. Вы уже даже знаете и методы, и, может быть, даже по часам там день как-то себе разложили, составили. Но он будет та составляющая, когда вот чем мы занимаемся прямо сейчас, или какой-то наш план на вот конкретное время, мы вынуждены пересмотреть, а то и оставить на какой-то период и переключиться на что-то совершенно другое. Вот, может быть, будьте, по крайней мере, к этому готовы, потому что для кого-то из вас это может быть важная спонтанная встреча. Для кого-то из вас меняется именно что-то в обстановке. Это нужно учитывать. Поэтому для ваших собственных побед и достижений будьте готовы корректировать планы. Ну, я в таких случаях хочу сказать, пойти по ситуации. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Читайте публикации на моем сайте. Ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.